Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро, прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 10 по 16 июня. Давайте узнаем, что нам расскажут карты для вашего знака зодиака и как видят неделю. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о вашей личной истории или о том, что вы переживаете в данный момент. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, мои дорогие водолеи. И все равно какой-то жизненный пазл сложится. Или вам поможет наш расклад с чем-то определиться. Уделите внимание своей личной жизни. Но вообще четверка жезлов – это карта стабильности, карта порядка, карта якоря. Поэтому у кого-то вы будете улучшать что-то дома, или задумаете, может быть, как-то переезд даже вполне вероятно, или встретиться вы с кем-то захотите, если вы один или одна, или нам карта говорит, ты подумай вообще, в принципе, если у вас сейчас сольный вариант, не должен быть водолей один или одна, но это карта праздника после победы, поэтому какой-то праздник, какая-то радость, правда, как будто обещается. Давайте узнаем. Что важно знать? Так будет наш вопрос стоять в традиционном раскладе. И первая карта или сфера жизни, которая для вас наиболее активно будет проигрываться. По мнению карт, конечно. Чего не избежать или неожиданности сами по себе? Чему сейчас не время, что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Дела, работа, бизнес на неделю. Энергию денег. Посмотрим. Личная жизнь. Итак, что же важно? Ну, это ваша карта. Ваша энергетика, я бы хотела сказать. Хотя, понятно, у каждого по-своему. Для кого-то это построение карьеры, я собираюсь получить либо новую должность, либо наоборот сменить работу, уйти в самостоятельное плавание, работать на самого себя, и тогда это ваш проект, над которым вы работать как раз и будете. У кого-то согласование с чиновниками, у кого-то согласование в банках, и по-разному тут. У кого-то получить кредит, у кого-то из вас может быть закрыт. Это вот все эти энергии. Увы, где-то можем и столкнуться с представителями власти закона, людях в погонах. Это все то, что проигрывается по этой карте. Врачи могут быть или прохождение обследования, стоматология. Вот столько разных направлений карта короля мечей объединяет рационализмом и логикой. И плюс то, что есть по факту. Нет никаких эмоций. Что-то вы, мои дорогие, водолеи на этой неделе должны решить рационально. Неожиданности. Тут действительно рационально. 20-й старший аркан, страшный суд. Суд как раз не страшный. Это карта избавления от боли и страданий. Но от ваших правильных действий по тому, что пытается уйти из вашей жизни. И как вы с этим распорядитесь? Как вы сумеете закрыть какой-то вопрос, который тянется из прошлого? Все-таки под 20-му аркану нам говорят, не оглядывайся назад, прошлое не имеет значения. Карта нас вообще больше настраивает на последующий период и быть внимательным к собственной мечте, к самому себе, к тем возможностям, обстоятельствам, которые у вас есть на данный период жизни. Мы не можем что-то исключить, отрицать, но правильно провзаимодействовать с этим определенно стоит. Вы будете принимать как будто важные решения. Самое, наверное, важное по 20-му аркану, для кого-то это будет тоже важно услышать, мы не должны притягивать из прошлого, знаете, как какую-то ситуацию или людей. Наоборот, тут что-то отпустить нужно, потому что есть, видимо, какая-то данность, которая на последующий период жизни вы не можете взять с собой в будущее. Пусть это касается человека или ваших мыслей, или вашего прежнего видения обстоятельств, прежнего отношения к чему-либо или к кому-либо. Все же сама по себе наша внутренняя реорганизация, какая-то внутренняя перестройка. И с учетом обстоятельств, опять же, сюжеты старшие арканы – это всегда обстоятельства, вынуждают вас меняться. Это перемены, но это те перемены, которые к добру. Поэтому, что бы ни было на этой неделе, мои дорогие водолеи,
Это все к лучшему. И правда, у вас ведь июнь месяц очень добрый, добрая энергия. У меня есть планетарный гороскоп на моем сайте. Я оставлю ссылку в описании под видео. Для кого интересно, там для всех знаков зодиака. Зайдите, почитайте. Если у вас есть какая-то многозадачность или что-то вам покоя не дает, прочитайте, вот, может быть, переложив на свои расписания, на расписание звезд, вы сумеете какую-то свою проблему, вопрос продумать более четко. Чему сейчас не время? Знаете как? Думать, что все решится само. Или всему свое вот какое-то время. Нет, все-таки нам карты говорят о рационализме и ваших действиях. Вы что-то должны на этой неделе точно не оставить на потом, потому что вам именно разобраться нужно. Как подвести знаменатель, может быть, сыграть последний аккорд в чем-то. Ведь 20-й аркан нам и говорят, ты должен совершить этот переход. Это то состояние на неделе или обстоятельства вокруг вас, которые между прошлым и будущим. Будущее еще не отстроилось, а прошлое уже не имеет смысла. И вы можете где-то даже чувствовать то, что да, вот я знаю точно, что я не хочу, допустим, или я себя не вижу в плане работы по данной какой-то профессии, специальности, коллективе, организации, но я еще пока точно не знаю, чего же я хочу. Тогда нам карты говорят, что ты не должен ожидать, что как-то вот сама по себе изменится ситуация. Тогда найди информацию. Все же король мечей – это в первую очередь информация. Если какая-то история с прошлого, она вас тоже измотала, тогда нужно рационально подумать, как работает в отношении меня закон, или что я могу предпринять, найти недостающую, опять же, информацию и для себя с чем-то тоже определиться. Пожалуй, к любой сфере жизни можно применить, вот когда не время этой умеренности, не время какому-то как бессмысленному ожиданию. Тут нужно сделать что-то рационально или какие-то итоги подводить. Вот к этому у нас подводят карты. Что вам помогает? Вот правда, какой-то выбор вы должны сделать. И по двойке жезлов мы не можем бесконечно в какой-то прокрастинации пребывать. Или когда, может быть, мы и не собирались этот выбор делать, а обстоятельства вас подталкивают к тому, что сколько ты не откладывай свое решение, а все равно продолжаться что-то, как прежде, не может. Или в каком-то ключе, или в какой-то вашей прежней позиции, потому что происходят перемены, опять же. Может быть, и придется быть великим дипломатом, это точно. Все же, как и карта умеренности, это гармония, баланс собственной душе. И по двойке жезлов, если мы говорим, что нам помогает, когда мы, не риски в своих суждениях, когда мы, в принципе, готовы где-то допустить, мы ведь тоже между прошлым и будущим, поэтому мы готовы рассмотреть любые варианты, мы готовы проанализировать любую информацию, мы готовы к общению и правильному анализу тех событий, которые происходят. Может быть, когда вы как раз будете думать, стоит ли мне что-либо или кого-либо брать с собой в будущее, потому что вы тут с чем-то определяетесь, и это помогает. Нет холодных энергий, тем не менее, хоть и по королю мечей это ведь тот, который может разобраться со всеми, но все же дипломатия или какая-то двойственность, и определиться вроде надо, но и себе не навредить, это ваша задача. Что скрыто? Вы можете пока не видеть стратегию собственного благополучия. Или для кого-то из вас вы можете пока не знать решения чиновников. Или как решится какой-то ваш вопрос по королю Пентаклей, который касается заработков или у кого-то личной жизни и недвижимости. Может быть, мои дорогие водолеи, есть люди, которые пока скрывают. Но я не могу сказать, что по королю Пентаклей кто-то делает что-либо нарочно. А может быть, есть конкретный человек, который еще пока не определился. И этот человек относится, к знаку зодиака Земли или по асценденту Телец, Дева, Козерог. Но я думаю, это проиграется
у небольшого количества людей, но нет ничего, чтобы кто-то от вас скрывал. Все же для большинства проигрывается так. Это вы сами должны определиться со своим благополучием. Ведь по королю Пентаклей проходят наши близкие, наша семья, наше благополучие в целом, на вопросы нашего жилища, дома, переезда. Все то, что составляет нашу уверенность, по сути дела, так. И поэтому вот то, что может быть вам полезно, как и отношения, так и еще какие-то ваши дела, или ваше продвижение, или какая-то ваша деятельность, то, что может служить прогрессом, оно должно быть сохранено. Ну, а, наверное, то, что нет смысла продолжать, это следует отпустить. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес. Будьте аккуратны, когда отправляетесь к чиновникам, правда. Все-таки император – это олицетворение власти. И нам, мы уже об этом говорили, что ну, таким непримиримым, нетерпеливым на этой неделе, общаясь с сильными мира сего, или общаясь с чиновниками, или представителями закона, определенно быть не стоит. Здесь карта говорит, ты уважай традиции, уважай закон, уважай порядок, и тогда тебе это помогает. Может быть, мы думали, какой-то вопрос мы решим в одном кабинете, а нам нужно пройти еще 5. И тогда с учетом аркана император нужно сделать так, как вот регламент предписывает. Нет смысла выяснять отношения, нет смысла что-то доказывать. Мы потеряем время, мы сами себя обесточим на какие-то ненужные эмоции, и дело не продвинется. Вот нет смысла спорить. Посмотрите, король мечей и аркан император. Здесь все-таки вы должны себя больше сохранять. Для кого-то из вас это действительно это статусная карта, смена статуса, мои дорогие водолеи. Как и по работе, как по вашим достижениям. Может быть, и будет тот человек, который будет, ну, где-то как протеже. Или он у вас может быть на этой неделе. Если вы тогда правильную стратегию изберете в отношении своих руководителей или сильного мира сего. Тут вы можете заручиться поддержкой, если же, опять же, будете дипломатами, мои дорогие. У кого-то это могут быть сами по себе как известия о новых законах или подзаконных актах, смотря что у вас стоит на повестке недели. У нас старший аркан, 20-й суд, у кого-то может проиграться, правда. Вы прежде не могли что-то осуществить, потому что закон, он как-то не вписывался. А здесь вышел к этому закону подзаконный акт, и вы можете как раз что-то оформить. Или решить тот или иной вопрос. Какая-то есть словно лазейка, я бы даже так сказала, на этой неделе для себя все то, что касается благополучия и обустройства, или дальнейших перспектив, именно на дальнейший период по 20-му аркану, с чем-то либо определиться, либо, знаете, это как такой пробный шар бросить в будущее, а потом его найти. Вот говорят, позади кинь, впереди найдешь. Вот какая-то подобная ситуация у вас может проиграться на этой неделе. И это будет сопряжено именно с сильными либо мира сего, либо людьми, когда мы идем какие-то согласования проводить, или теми, кто по статусу выше вас. Иногда, кстати, по карте император может быть такой момент, как подсказка. Будь мудрым. Ты хочешь что-то осуществить, но для этого тебе придется корректировать планы. Может быть, и вот какая-то мелкая коррекция тоже для вас необходима. И с учетом энергии на финансы, 5 пентаклей – это карта недостатка. Вы можете как раз решать по банкам вопросы или по уплате, может быть, каких-то долгов, рассчитываться с кредитом, как я уже говорила. У кого-то из вас может быть достаточно сложная ситуация, потому что не достигли взаимопонимания именно по части финансов. Тут ведь может проиграться и ситуация на работе, когда вас долго кормили обещаниями, в итоге вы денег каких-то так и не увидели, а работа была выполнена. И для вас получение этих самых денег это будет как последняя капля терпения. Но тогда карты нас призывают к тому, чтобы вы были очень рациональны. Тогда нам тоже говорят, ты не уходи в никуда. Вот как раз умеренности не время. Или ждать, что как-то ситуация поменяется. Ищи информацию. Ищи какие-то варианты, как ты можешь
в дальнейшем или надеяться где-то сам на себя, как ты можешь изменить как раз финансовую ситуацию, быть большим реалистом. Но с учетом всех выпавших карт, я могу сказать, что на этой неделе как раз изменить, как вот этот и недостаток или холодность в общении, отсутствие взаимопонимания по вопросам финансов. Найти деньги вы сможете, если нужно даже какую-то финансовую брешь закрыть. Есть для этого возможности. Через дипломатию вы можете все. И планетарный у вас период прекрасный. Так и решить какой-то, как ребус финансовый, тоже есть возможность. Все от ваших действий зависит. Личная жизнь. Карта жадины. Деньги есть. Деньги будут. Но нам здесь не говорят, что мы их тратим. И по 4 пентаклей, если в целом на личную жизнь, карта говорит о том, что вот скорее та ситуация, которая была неделю назад, она где-то такая же останется. Нет здесь динамики по части личной жизни и любви. Тут скорее вопросы согласования денег, вашей работы или вашей деятельности, вашей занятости. Вот эти какие-то моменты из сферы жизни. Или, мои дорогие, по части вашего здоровья, обследования, стоматологии, вы тут тоже можете что-то подобное проходить. Все же эта карта говорит о том, что важно в эту неделю. И, конечно, важно быть рациональным человеком. Здесь не время в целом для эмоций. Ну и карта-то говорит, что, смотрите, ничего такого особо турбулентного не происходит. Но, может быть, вам приходится так шаг за шагом делать что-то несколько в другом ключе, нежели вы к этому привыкли. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.